Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми событиями, анализируем происходящее сегодня вместе с Денисом Неведомским, адвокатом и политиком. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Знаете, абсолютно не новогоднее настроение, хотя вроде как у нас финишная прямая года, и, знаете, вот эта вот мода такая, давайте проанализируем, что с нами случилось за год. И, в принципе, это немножко отрезвляет, особенно когда смотришь, например, как фронт поменялся за год, или, например, что с деньгами, ну, в прямом смысле этого слова. Я не говорю бюджет, деньги. Да, денег больше в стране, меньше стало. Да, что с произволом ТЦК и по многим параметрам, конечно, стоит пройтись. Однако у нас каждый день нам преподносит какую-то очередную, скажем так, порцию хайпа, ужаса. Да, вот Рады. ну да, зрады, конечно. Многие, несмотря на то, что вот очередной обстрел, несмотря на то, что гасят Украину, да, энергетику гасят, летит по западным областям, летит по Киеву, Одессу отрабатывали вот как очень мощно и продолжают это делать, и, соответственно, перебои, проблемы. Кажется, что мы уже подошли к некой критичной точке, что вот еще там несколько обстрелов, и тогда уже, в принципе, все станет неважно. И на это расчет у Зеленского. Вот кажется, только на это и расчет. Условно, люди, которые, конечно, шокированы масштабами воровства, коррупции, вот этих всех пауков в банке, то, как слили, собственно, Ермака, но он как бы остался, все понимают вот это все, скажем так, моменты с перекладываниями из одного кармана в другой, вот это вот все, вид людей, как по-украински говорят, да, то есть, вот смотрите, вот я уволил Ермака, а он к нему в кончезаспу ходит, Миндич, который себя нормально чувствует, его фотографируют. Людей это действительно шокировало. Но людям некогда задумываться о том, что там происходит во власти, потому что они занимаются тем, чтобы выжить. И очередные удары – это как бы вот в копилку этого. Получается, что на это рассчитывая, можно, так воевать достаточно долго, потому что, условно, без того, что когда люди не смогут зарядить батарею, например, они, в принципе, и не соберутся в одном месте, не пойдут никого сносить, протестовать и так далее. Кажется, что это единственный верный расчет сейчас. А вот эти все переговоры, 20 пунктов, американцы, россияне, это вот как бы, да, для, скажем так, для того, чтобы декорацию какую-то составить. Насколько живуча эта стратегия, и как вы относитесь к положению Зеленского сейчас? Но стратегия это ближнесрочная, потому что мы уже обсуждали это в эфирах, что ни денег на войну уже нет, ни тренда на войну уже нет, а те силы, которые выступали бенефициарами конфликта в Украине, они сейчас находятся в не очень удобном положении. Потому что и в собственных национальных государствах их сильно очень подпирают конкуренты, прежде всего правые. И на международной арене они далеко не субъектны. То есть Европа в очередной раз показала, что создавая такое некое подобие союза и проигрывая благодаря несовершенству, скажем, бюрократических институтов, она не способна на принятие срочных и адекватных мер. И даже та ситуация, когда Европа глобалистская находится в состоянии пан или пропал, этот вопрос у них продолжение войны в Украине прежде всего. Это для них сейчас главный момент, на котором они могут сосредоточиться. И даже в этой ситуации они не смогли решить вопрос этого пресловутого репарационного кредита. То есть это свидетельствует о том, что последняя сила, которая выступает на международной арене за продолжение войны в Украине, оказалась несубъектной и недееспособной. Именно поэтому вот эта стратегия «день простоять, ночь продержаться», как у Зеленского, Ермака уволил, но по ночам он к нему является, там, не знаю, в образе кого, она не жизнеспособна. Потому что
настолько созрели условия для прекращения войны как на внутренней арене, так и на внешней, что, ну, может быть, осталось действительно немного у него времени для того, чтобы оставаться при власти. При всем при том, что внутренний трек ужесточается, что ну, это мне напоминает последние дни перед Великой Французской революцией, когда знать начала сходить с ума уже, там, предлагала населению: нет хлеба, ешьте пирожные. То есть, ну, это все вот эти ситуации с мовными конфликтами, с конфликтами ТЦК, с пресловутая история с Киеврадой Булгакова. То есть, это когда нечего предложить по сути, когда нету хлеба, начинают это пытаться заместить зрелище. Ну, зрелище Эти, так кто- себе, согласитесь. они, так и мы не, скажем так, не в Лас-Вегасе. Не в И сказке, да. гастронавты, какая страна, такие теракты. То есть они по большому счету и предложить ничего не могут, потому что не способны к созиданию. Самая главная проблема, и это говорили еще в начале их царствования, что это ликвидаторы. А ликвидаторы не способны ничего создать. Они не способны создать историю, они не способны э, к сохранению чужой истории, они могут только разрушать. Вот в этом они эффективны. А человек инстинктивно тянется к тем процессам, которые у него получаются. Если эти люди способны только разрушать, они разрушают. Разрушают память, разрушают историю, разрушают культуру, разрушают традиции, куда входит и гуманитарная сфера, и социальная сфера, и э, туда же входит религиозный, языковой вопрос. То есть это люди, которые могут только уничтожать. И они актуальны только в этом. Поэтому, как только закончится война и начнется процесс создания, сразу все увидят, что короли голые, что они не способны ни на что. И они обратно вернутся в свое вот это вот получеловеческое существование. Обратно станут охранниками, таксистами, там, проститутками и так далее. Слушайте, Денис, вы такой прям оптимист, прям излучаете. Сразу видно, что вот все уже на последнем издыхании, но давайте тоже откровенно. Ну, все как бы в руках у Зеленского. Вот если оценивать год, мы, конечно, ждем каких-то черных лебедей в конце года, и я тоже вижу, что это все вот что-то внезапно, как раз вот в этих числах, да, до Рождества, сразу после Рождества вот этого католического, ну, то есть то, которое 25-е. Да, я с вами согласен полностью. Вчера в вечернем обращении выходит Зеленский, начинает говорить: ой, там какие-то некрасивые даты, давайте... Какие даты? Ну, то есть тут переговоры. Русские 2 дня переговаривались, украинские 10, понимаете? Ну, то есть сразу видно, кто на кого. Венс выходит, собственно, и говорит: слушайте, прорыв. А в чем прорыв? Все стали откровенны. А получится что-то? Ну, может, большие шансы, что получится. Большие шансы, что не получится. Ну, это как вот это про блондинку и крокодила, да? То есть, ну, да, а может, нет. То есть, вы серьезно думаете, что Зеленский 25-й год, ну, не пропетлял? Похоже на то, что пропетлял, а кто-то, некоторые там позитивные блогеры говорят, вообще укрепился. Ну да, ну там поувольняли кого-то, ничего страшного. А мне вообще офис не нужен. Я сам себе офис, сам себе, собственно, руководитель, и поэтому, ну вот так. Денег дали, вы же видите, как преподнесли. 90 миллиардов, это нам на 2 года. Ух, мы этого добились, это наша победа дипломатическая. У него все соткано из побед. И давление на Россию. Как было, так и остается. И по большому счету меняется только, ну, в общем, жизнь людей, одурманенных, которые понимают, что не на кого больше посмотреть. И на кого не глянешь, это все какие-то зрадники, или уехали, или в Москве, или куда-то там сидят, или по Европам. То есть абсолютно нет альтернативы. Похоже, что Зеленский имеет очень классный 25-й год. Как думаете? Не соглашусь насчет классного. То есть, входя в 25-й год, действительно, вот то, что вы описали, это было на начало 25-го года. Когда фронт еще не посыпался, когда антикоррупционный трек, скажем, был в тени, когда Ермак был рядом, скажем, и все колесики крутились в нужном направлении.
25-й год стал для него кошмаром, как в плане политическом, так в плане личном. И я думаю, что 26-й год просто завершит эти страдания. Вы правильно подметили, что максимально создаются условия, чтобы был выбор без выбора. И те потуги, которые предпринимает Зеленский по имитации выборов, они на самом деле, ну, выборы во время военного положения, я говорил об этом еще с самого начала, когда там звучали голоса, вот, нас лишили выбора после того, как истек срок полномочий Зеленского. Это не выход. Для того, чтобы были проведены выборы, нужно создание для этого условий. Прежде всего, это должно быть отмена блокировки людей выезда за рубеж. Где бы ни находился гражданин Украины, он должен иметь право проголосовать. Должны быть отменены санкции в отношении политических оппонентов. Должны быть реабилитированы лидеры политических партий, по которым нет однозначных приговоров по уголовным преступлениям, а не по выдуманным политическим. На начальной стадии это может быть процесс реабилитации с выплатами всех компенсаций и реабилитации политических партий. То есть должна быть нормализация политической жизни в стране. Должны быть возвращены гражданам фундаментальные политические права, потому что человек без политических прав – это не гражданин. Это в лучшем случае апатрид, а в нашей ситуации раб. Когда будет отменен единый марафон, должны быть возвращены политическую плоскость и масс-медиа, печатные издания, телеканалы. Ну, и в этой ситуации Зеленский сам по себе становится ниже не способен. То есть вся его вот это величие того же Асада, это величие того же Чаушеску перед крахом. Как только люди получат доступ к информации, да, безусловно, сейчас век информационных технологий. И тот, кто ищет, тот найдет. Но в общей своей массе народ пытается остаться в том комфортном пространстве информационном, которое не заставляет его принимать какие-то опасные решения, которые, как у Уоррелла есть, что такое самостоп. Способность остановиться на грани опасной мысли. Вот когда будет возможность у людей получить больше информации, когда она хлынет реально, и этот поток уже не сможет остановить, ни цензура у нее не будет такой возможности, ни улица, работающая на власть. То есть, когда люди начнут получать эту информацию массово, уже не получится создавать, лепить из него лидера, там, Сталина или кого он там, Путина, кого он там себе по ночам представляет. Поэтому я абсолютно уверен, что предпосылки для смены власти уже созданы. И, как всегда, это не будет какой-то запланированный процесс. То есть еще Владимир Ильич говорил о том, что глупо пытаться создать революционную ситуацию. Создается она рядом предпосылок исторических, политических, гуманитарных, социальных и в какой-то экономических. И в какой-то момент создается революционная ситуация, и преступно ей не воспользоваться. Естественно, этой ситуацией воспользуются. Кто воспользуется, это уже второй вопрос. Потому что, насколько я вижу, британско-голландская империя, она готовится к послезавтрашнему дню. В отличие от многих других интересантов, которые живут сегодняшним днем, которые имеют огромные ресурсы, огромные возможности, но живут сегодняшним днем. Почему Британская империя смогла стать Британской империей в ее нынешнем виде? Потому что умение мыслить наперед, умение раскладывать яйца в разные корзины приводит к формированию того политического поля в нужном месте, в нужное время, которое позволяет эту территорию контролировать вне зависимости от социально-политических переворотов. Так а в чем, смотрите, к чему ведет этот контроль? Вот сейчас вы так краешком, давайте немножко углубимся. Вот Макрон предал Мерца.
дожили, понимаете? Значит, вот там он пошел за Мелани. В Европе вообще бог ведь что. Вот чтобы понять состояние Европы и тех, кто, как бы, ну, принято, как говорит, контроль, территория, подшефная или там подмандатная, или какая-то там вассалы, или там сюзерены. Смотрите, чтобы понять, какой это пшик, надо посмотреть на последнего стуба, который говорит, с одной стороны, он как бы и там, и там. Он вроде как, да, там 1% территории всего там за 1000 дней. Ну, короче, то есть вот это вот все, 1% экономика растет. Короче, в России все плохо. Да? В России все плохо, мы идем правильным путем, все хорошо. Но только там открыл Рютте рот про дедов и прадедов, говорит, да нет, ну вот это вот не то. То есть Тулси Габбард говорит, попросили прокомментировать его, что Путин хочет захватить всю Украину, она воюет с Reuters, говорит, Reuters, вы чего? То есть нет такой информации. А он говорит, и Рютте молодец, и Габбард тоже. Ну, то есть там Писториус, как продолжение Стуба последнего, месяц назад говорил, что мы вот поддержим до последнего, там, Бундесвер будем накачивать, а потом говорит, да нет, слушайте, ну, мы как-то не особо, в общем-то, готовы, и вообще никто не думает там захватывать всю Украину и так далее. Короче, они полностью начинают разброд и шатание демонстрировать. Ступ как ярчайший представитель всего. То есть он и там, и там. Писториус и так, и так. Мы там отправим войска, мы не отправим войска. Будем воевать, не будем воевать, будем помогать. До последнего. Да вот как-то вот нет. И все это видят, и это заметно. Так получается, что никто не контролирует в том-то и дело эту территорию, потому что некому контролировать, не с кем разговаривать. Британцы, ну это разве что какие-то непонятные спецслужбы, но опять-таки кого они контролируют? Зеленского, спецслужбы, верхушку, там, может, стоят за какими-то терактами, ударами по морям или подрывами генералов. Но это же не контроль страны. Получается, извините, вывод, что страна живет сама по себе. Ну как живет сама по себе? Подыхает сама по себе. Это когда, вот знаете, лежит больной, тяжело больной, да, а к нему медсестричка не заходит. Или заходит, ну там, очень и очень редко. Макрон изменил Мерцу, конечно, звучит Мелани, да, звучит, конечно, как подрыв леволиберальной повестки. То есть мужчина ушел от мужчины к женщине. А что касается Стуба, да, у финнов, конечно, историческая память присутствует, и они такое немножко разошлись за 22-24 год, а сейчас как бы начинается тоже отрезвление. Отрезвление по всему миру на самом деле происходит, и даже как на уровне политика, так и на уровне простых людей. Та же ситуация с Польшей. Украина как конфронтационный проект, в этом его самая главная проблема. Как конфронтационный проект не способна выстроить партнерские отношения со своими соседями. Вот это беда нашей проектности. То есть прежде всего построение государства из лоскутов разных империй и при этом сохранение конфронтационного духа, а, неспособность к взаимному прощению, неспособность к компромиссу, разгон националистического трека в условиях войны для мобилизации, скажем так, провластной части общества не может не сказываться на внешней политике. То есть это слишком явный будет диссонанс. Поэтому сохранение вот этого вот пронационалистического духа в внутренней политике, оно, конечно, сказывается и на отношениях к соседям. Поэтому искренней поддержки ни от Польши, ни от Финляндии, не говоря уже о Западной Европе, там, Румынии, то есть, ну, давайте даже по соседям пройдемся. Украины нет и быть не может, потому что все равно соседи воспринимают Украину как угрозу. Есть претензии территориальные, исторические. Украина не готова. И в силу слабости элит интеллектуальных, и в силу государственной власти, которая управляется этими элитами, не способна настроить долгосрочные отношения с партнером.
Та же ситуация с пацификацией, с Волынской резней, она требует длительного, системного подхода. Должны работать контактные группы. Это должны соответствующие а, информационная политика быть в обоих государствах. Это должен быть контакт на всех уровнях. Это только касается Польши. Со всеми странами так. Вопрос Змеиного, Буковины, с той же Румынией, то есть, и так далее, и так далее. И пройтись так, это я еще не трогаю Беларусь и Россию. Я только говорю о том, что о потенциальных союзниках, которые сейчас союзники, и с которыми есть проблемы. И такие подходы не способна Украина в ее нынешней проектности, потому что это или подорвет внутренний фронт, где нацики перестанут чувствовать себя элитой, как это они называют, титульной нации, потому что это зрада. Степан Бандера, Шухевич, там, Коновалец, участники всех этих событий, они же национальные герои. А в той же Польше Понимаете, это... так это же, ну, опять-таки, национальные герои. Плевать на этих героев, Денис. Ну вот смотрите, тут же опять вот этот телевизор и холодильник, понимаете? Вот нам рассказывают, там, вот у вас там герой такой, а света нет, например, да, а денег меньше, а войну проигрываем на передовой, потому что уже как-то, знаете, и фронт уже за ним мало кто следит. Вы правильно там парировали по поводу того, что, ну, какой 25-й год? Ну, давайте включим карту декабря 24 декабря 25-го. И все увидят, да, и все населенные пункты, которые оказались непреодолимыми. И это проигрыш, это год поражения, да, военного поражения, которое там не полное, которое может частичное, но это минус. А вот этот вот Коновалец, вот эти все, вот эти моменты, мне кажется, что я понимаю тех украинцев, которым тошно. Ну, тошно уже от этого всего. Бандеры, не Бандеры. Вот эта денацификация в этом виде. Какая денацификация? То есть люди уже этого не замечают. И на этом играет власть. Мол, смотрите, это вот там Россия, такие нехорошие люди. Ведь они себя, эти люди, выживая, не ассоциируют с Бандерой, понимаете? А какая-то горстка людей, которая там кричит или кричала, ну, как бы, ну, это вообще не пойми кто. То есть, понимаете, в чем дело? Вот эта история националистическая рушится, когда у нас хасиды скачут возле миноры в каждом областном центре и празднуют. Ну, это не про Бандеру даже. И причем там люди вот в Чернигове сегодня повалили эту минору. Ну, типа, ветер дул. Ну, короче, люди просто свалили. Люди на украинском языке. Люди говорят, это вот символ оккупации, это вот символ такой. Короче, противостояние гражданское внутри. Оно так, ну, так зашито внутрь, да, и оно есть. И находятся эти позитивные блогеры, которые говорят, нет, мы европейцы, мы все культуры, евреи нам помогали, у нас вообще иудаизм дольше, чем христианство на этой территории. Но это абсолютно не вяжется, ну как, с коновальцами, понимаете, с вот этими националистическими историями. То есть абсолютный провал, логический провал построения общества. И поэтому как бы и тема такая, вроде как она есть, но насколько это важно вообще? Это как вот, понимаете, как с календарем Зеленского, который я упоминал во вчерашнем обращении. Вот там советские праздники. Ну так все равно все будут праздновать тогда, когда считают нужным. А от того, как празднует Зеленский, зависит разве что в школах будут детям рассказывать новые даты, и они будут домой приходить и говорить, ой, 6 декабря, день Николая, где мой подарок, понимаете? Ну то есть это не настолько важно, как проигранная война. Что вы думаете по поводу, ну, скажем, когда нам не важное, да, выпячивает за важное? Причем делают это и украинская власть, ну и российская тоже в контексте вот этого национализма пещерного, который там как черт с рогами всех преследует. Мой афоризм еще 2019 года. В войне холодильника и телевизора побеждает тот, кто контролирует разведку. Поэтому мы сейчас, поэтому мы сейчас как раз приходим к этому пониманию. То есть нельзя сказать, что эти моменты не важны. Если бы эти моменты отсутствовали, то не было бы никакой войны. Мне не нужно было бы побеждать. Мне не нужно было
а, искать виноватых. Виноват сама суть того государства, именно государства, которое мы построили. Потому что конфронтационный проект не способен ни на созидание, ни на объединение, ни на долгое функционирование внутри цивилизационных проектов. То есть это такой отшельник, как его правильно и точно, а, оскорбительно по отношению к украинцам, которые не очень это поняли, назвали стальным дикобразом. То есть, любой здравомыслящий человек не хочет быть стальным дикобразом, он хочет быть человеком. Он хочет рождать детей, он хочет жить в собственном доме, он хочет радоваться каждый день успехам своих детей. То есть вот это нормальное человеческое существование, нормальные человеческие желания. А мы построили действительно проект а, стального дикобраза. Европа, которая сейчас не способна продолжать финансирование Украины и делает это из последних сил, пытается сохранить нас как стального дикобраза. И это как раз говорит о том, что то, что они не способны, то, что кидает из стороны в стороны Макрона, кидает из стороны в сторону того же Стуба, это как раз свидетельствует о том, что на Украину им плевать. То пока у них были возможности контролировать и вкидывать сюда деньги для продолжения войны, они чувствовали себя уверенно, монолитно, они там единым фронтом выступали. Как только ситуация изменилась, ситуация прежде всего в Соединенных Штатах, и от этого поехала вся их логистика, соответственно, их начало кидать из стороны в сторону. И сразу стало понятно, что этим ребятам на Украину, на украинский народ плевать с большой их колокольни, французской, немецкой и так далее, британской особенно. Они вкладывали в Украину как проект для собственных интересов. И не важно, что в этом случае произойдет со штыком по названием Украина. Сломается, затупится, поранит того, кто там держит. Их на самом деле это не интересует. Их задача война в Украине. Не Украина в войне, а война в Украине. Мы это все прекрасно видим. Но, повторюсь, тренд настолько изменился, что каким образом произойдет этот щелчок, поменяется власть, невозможно определить. Меня спрашивали там, вот как же, власть же тоже это понимает. Она же будет к этому готовиться. Невозможно к этому подготовиться. И история показывает, что происходит это все совершенно рвется совершенно не там, где власть наращивает возможности, силы противодействия, рвется совершенно в другом месте. Я абсолютно убежден, что до середины 2026 года в Украине будет трансферный власть. Ну а почему так долго? Потому что противодействие тех сил, которые за войну, оно будет колоссальным. Они цепляются как за соломинку, за последнюю, потому что их задача продержаться до осени 26 года. И они слабы, не настолько слабы, чтобы эта задача была нереальной. Задача республиканцев по всему миру этой возможности не дать произойти. Потому и растяжка Трампа, потому что он не обладает монолитной силой, даже в республиканцах. Потому что есть трамписты, а есть такие, как Линдси Грэм, которые, по сути, больше демократы, чем республиканцы. Которые будут пятой колонной выступать и будут только рады, если Трамп потеряет власть. Поэтому ему тяжело. Почему легко Си и легко Путину? Потому что у них стабильность в стране, стабильность политических систем. Хорошо это или плохо в общечеловеческом контексте, это вопрос философский. Но для принятия решений, для обеспечения жизнеспособности государства это хорошо. И поэтому Трамп и пытается с ними наладить общий язык, но они не дают ему долгосрочных гарантий, понимая, что сегодня Трамп есть, а завтра Трампа может и не быть. И его глобальная задача, и поэтому сейчас ужесточается и позиция Трампа, и закончились визиты Зеленского, которому он уже все сказал, и сейчас уже работа идет на уровне технических экспертов о прекращении войны. Уже нету переговоров, по большому счету согласовываются технические детали. А что за детали? Умеров ФБР бегает, как пресса пишет. Опять, вот правда, там, когда там этот же Ступ вышеупомянутый говорил о том, что осталось там 5%, нерешенных вопросов. Зеленский как мантру повторяет эти 20 пунктов, хотя их там 28.
я пытаюсь вот понять, смотрите, вот приехал Гнатов, это начальник Генштаба, и Умеров, как глава переговорной группы. И они вот это вот чаи гоняют с Уиткофом, причем несколько раз. Можно посмеиваться, можно, но если есть эти встречи и контакты, значит, есть потребность. Причем мне видится, что это потребность украинской стороны. То есть это украинцам надо, чтобы было там 3 встречи, а не одна, например. Это вот украинской нужно стороне. Значит, они торгуются, значит, они что-то пытаются протянуть, продавить. Зеленский повторяет постоянно, говорит, гарантии, гарантии, там, гарантии. Вот о чем тогда идет речь? Раз, условно, есть магистральное решение, что все, мир будет. Ничего нового в этой ситуации нет. У одних задача завершить эту войну быстрее, другие пытаются. Надо четко понимать, что нет отдельной переговорной стороны Украины. Нет, есть, скажем, э, марионетка, которая находится полностью в ореоле британско-голландской империи. И из этого нужно выстраивать все остальные выводы. Эти будут тянуть, те будут ускорять этот процесс. Но решит все реальность на поле боя. А это как раз подводя итоги прошлого года, что кто, скажем так, вкладывался в долгосрочную перспективу, кто диверсифицировал собственную экономику, диверсифицировал кадровую политику в армии на местах, кто следил за своими словами и воплощал их в жизнь. А кто, как бы, как та стрекоза лето красная пропела, распилила бюджеты, поставила своих людей где угодно, в ключевых отраслях и, скажем, зарабатывал на фортификациях, на бронежилетах, на всем остальном, но привело к своему логическому результату. 25-й год – это квинтэссенция того, что сколько ты вложишь, столько ты получишь. И 25-й год подвел черту под трехлетним правлением Зеленского и трехлетним правлением Путина в контексте полномасштабной войны. Весь мир, который наблюдает эти картины, он просто видит, что произошло на самом деле. Что поддерживаемая Британской империей Украина полностью разрушила баланс общества в государстве, тот зыбкий, который возник в 2022 году в начале, что украинская экономика разрушена и силовые структуры добивают те остатки бизнеса, которые есть, то справедливости в стране больше не стало, демократии больше не стало, а главное, мир увидел отношение Европы, которая казалась ранее таким себе символом демократии, цивилизованности, прав человека. То есть увидели, насколько это все лживо, насколько этот левый либерализм – это античеловеческая идеология, лживая, которая построена полностью на лжи. Где они говорят о том, что Украина стала более демократическим государством, при том, что украинцы лишены как базовых, так и политических прав. Не буду даже перечислять. Когда они говорят о свободе совести, а у нас единый марафон, у нас цензура, у нас за мнение, за репосты в Фейсбуке люди получают 5 лет. Они говорят о свободе вероисповедания, в то же время у нас захватываются храмы, у нас священники сидят в тюрьме. И самое главное не то, что это происходит в Украине, потому что там происходит у туземцев, людям на другой стороне океана плевать по большому счету. Но они смотрят на то, что глобальный игрок Европа, которая Европейский Союз создавался для объединения на основе, на базовых ценностях, что эти ценности оказались пшиком, ложью. И больше всего в этой ситуации пострадала Европа. То есть она показала людям, сегодняшняя Европа показала людям свое настоящее лицо. Вот это вот для большинства, скажем так, людей в мире, вот это действительно показательный момент. Украина это просто как верхушка айсберга, на которой все видно. Но подводная часть ее показала полностью свою несостоятельность. И поэтому вот левый либерализм, который правил
весь 21 век. Он сейчас проигрывает. А вместе с ним проигрывает Украина. Выход какой? Вот говорят, что и в принципе это все складывается опять. У многих безысходность. Ну, у многих. Выборы, мол, все подтасуют, комар носа не подточат, будут вводить Дию, не будут вводить Дию. Но они уже готовят документы для того, чтобы переизбрать Зеленского с показателем там 140%. Уже там считают, сколько за границей, сколько не за границей. Путина вот этот пас Зеленский отверг, мол, там есть в России украинцы с украинскими паспортами, они тоже как бы должны проголосовать. Не знаю, правильно-неправильно ответил. Это вопрос такой спорный, дискуссионный. Может, вообще надо принимать законы, как в Грузии, что вот приехал на территорию Украины, тут и голосуй. Ну, условно. И патриоты будут Там довольны. ТЦК. Да, прям вот к ТЦК. Прям приезжай и... Я думаю, там участки можно установить для полностью релевантности голосования. Ну, то есть, могут и это принять. Ну, почему нет? Сейчас вообще могут принять все, что хочешь. Потому что военное положение и выборы – это противоречащие друг другу вещи. Вы только что об этом сказали. Ну, то есть, понятно. От военного положения пляшет все в этой стране. И цензура, и все остальное. Даже перечислять не будем, да, понятно. Но они сейчас лепят вот эту историю. Это изначально понятно, что это для того, чтобы в рамках военного положения Зеленскому переизбраться. Однако, даже в такой ситуации выборы – это шанс. И почему-то считается, что нет никого в украинской политике, кто бы вышел и, ну, условно, был президентом или кандидатом в президенты мира. У всех настолько опустились руки, что даже вот этот Разумков, который бывший политтехнолог вообще команды Зеленского, говорит, давайте и в парламент выборы. Он просто понимает, что, ну, это будет ограниченный круг людей. И, короче, ну, то есть, кого допустят, кого не допустят. Все уже изучили, как бороться с феноменом ТикТока. Ну, вот как в Румынии, да. В ТикТоке очень популярный был человек, и за него как бы проголосовали. Ничего страшного, не допустили, выбрали кого надо. Ну, там войны нет, понимаете? А тут еще и война вообще легко. Вот просто легко. 111 статья, а у тебя там когда-то нашли русские рубли, например, или какую-то книжку, изданную в России в каком-то году. О, все, Булгакова. Булгакова, книжку Булгакова, с которой там Зеленский, помните, в 21 году носился, вот я чеки, вот я купил, абсолютно открыто. Как недавно тоже показывал, да. То есть, понимаете, но все равно выборы – это шанс. Все равно это выборы – шанс для того, чтобы поменять власть. Получается, у нас очень интересная ситуация. Если вот само проведение выборов, да, дает Зеленскому больше вероятности укрепиться. А с другой стороны, ну, я не знаю, человека, который вот прям... Нет, я вижу этих людей, но тем не менее, что вот прям готов идти прям за Зеленского голосовать. Есть ли шансы у президента мира, у кандидата мира? Или это будет Зеленский, который перекрасится из президента войны в президента мира? Вот так вот. Он же актер. Раз, перевоплотился и, в общем-то, будет дальше править. В этом может быть план, чтобы ответить на запрос общества. И вообще выборы в такой ситуации, они вообще помогут закончить войну? Смотрите, выборы – это инструмент, а не панацея. Это как нож. Им можно хлеб порезать, а можно в печень засадить. И выборы в этой ситуации вот ровно тот нож, который можно использовать по-разному. Можно в мирных целях, можно как-то в агрессивных. И сами по себе выборы – это еще ничего. То есть совершенно однозначно, что Зеленский хромая утка и политического будущего у него нет. Можете это запомнить, записать, или, скажем так, рукописи не горят. И если бы он еще имел какие-то возможности, то никаких разговоров о выборах нет. Другой вопрос, что Зеленский сам по себе – это не конечное зло. Это всего лишь фигура, которая может быть заменена, и под нее уже давным-давно есть преемник. Мы уже говорили об этом, что британцы раскладывают яйца в разные корзины. Очень много политиков, которые связаны с Британией, которые как
скажем, позиционируются как бенефициары продолжения войны, так и, скажем, люди, которые будут в противоположном лагере. И все они контролируются британцами. Поэтому я и говорю о том, что Британская империя продержалась без ресурсов, находясь на острове, не имея там никаких сверхспособностей, сверхвозможностей, контролирует большую часть земного шара. И это будет главная проблема. То есть каким образом к вопросу послезавтра подойдут те же Соединенные Штаты, та же Российская Федерация, на выборах в Украине идет речь. Каким образом эта война продолжится. То есть если мы все говорим о завершении войны на сегодняшний день, то это мы говорим исключительно о завершении горячей стадии. Когда летят бомбы, ракеты, когда штурмы, захваты территорий, вот мы говорим об этом. Потому что война не прекратится в глобальном понимании. Будет продолжаться война за Украину и война в Украине. И кто окажется в этой войне более способным, вот и, скажем, будет контролировать Украину и те процессы, которые в Украине наступят на следующий день после Зеленского. То есть вероятность очень высокая, что Британия на сегодняшний момент, контролируя информационное поле и внутренние процессы, она будет продвигать своих кандидатов. Того же Залужного, в противоположный лагерь тоже товарищи, которые туда почему-то, являясь ярыми оппозиционерами, ездят и живут там. И в таком случае я советовал и буду советовать, если украинцы не способны отстоять свое право на жизнь, я уже не говорю за какие-то там еще более, точнее, менее второстепенные, чем жизнь, политические права, там, право на счастье, право на собственный дом, на ресурсы, но не способны. Вывозите детей. Потому что те, кто придут после Зеленского, начнут сразу готовить их к новой войне. Верещук уже съездила в школу, рассказала, что это у нас армия завтрашнего дня. Ей комментаторы говорят, съезди в детский садик, там армия послезавтрашнего дня. Оно, с одной стороны, смешно звучит, дотепно. Ничего смешного, особенно когда на новогоднюю елочку в детском садике вешают горящий Кремль, аппликацию. Ну, ты понимаешь, что это в каждой шутке есть доля шутки, да. То есть они сумели построить из Украины центральноевропейского, процветающего, жизнерадостного когда-то государства, они построили сектор газа в худшем понимании. В худшем понимании. И я больше скажу, что вот это даже прекращение этой горячей стадии, это будет то же самое прекращение горячей стадии в секторе газа. Это будет то же самое, с теми же самыми политическими процессами. Когда на газа было интересно той же Европе, той же леволиберальной спільноте, она была интересна, пока там взрываются бомбы, красивые картинки, гибнут дети и все остальное. А как там условно мир наступил, уже все. В новостях ее практически нет. То есть это говорит о том, что на этих палестинцев плевать было. Точно так же будет и на Украине. Точно так же будет и на Украине. И если вы способны переосмыслить и привести, сплотиться, ну это же главное во всей истории человечества, главная способность народа сплотиться в трудный момент вокруг реальных ценностей. И изнутри создать ту силу, которая вырвет их из замкнутого круга. Ну иначе, не было таких других историй в истории ситуации в истории человечества, когда вы не способны, вас ассимилируют, вы теряете государственность, у вас происходит постоянная территория войны. То есть вопрос выживания уже стал ребром. Вы способны или вы не способны? Потому что если вы не способны, то тогда у вас есть единственный путь – бежать. Не можете сами бежать, пускай отправляйте своих детей, пускай они ассимилируются в тех народах, которые способны отстоять собственный суверенитет. Ну, многие так и сделали и делают, и будут продолжать делать. Мне так интересно вот это, знаете, сейчас же очереди бешеные там на польской границе. А все говорят, ничего вообще не происходит, все нормально, то есть там это просто потому, что праздники. Смотрите, въезжают, выезжают люди там, как бы это все равно. И так вот я смотрю на эти сообщения, а это сообщения вот этого мирного времени.
Как нет закрытых границ. Поезд пустили, вот этот Кишинев-Одесса с 22 года, который, ну, маршрут его нет, да, ничего, возобновили. Вот этот пустили, скажем так, ход. И так смотришь, слушайте, какая замечательная страна. И ловишь себя на мысли, что, ребята, а кто едет? Кто едет? Тем, кому можно. Это молодые хлопцы, ну, вот эти там, да, 18-22. И женщины, дети, старики. То есть вот они и едут. Когда у нас помните, был период, каждый месяц или каждую неделю были сообщения из разных уголков Украины, что какая-то там 90-летняя бабушка впервые сделала загранпаспорт. Или там какие-то... И все так это вот преподносят как какую-то интересную информацию. Так это тоже свидетельство этой жизни. Ну и вот этих как бы моментов. Показатель, конечно. Это показатель того, а, каким образом они построили жизнь в Украине. То есть они полностью выкосили лучший, я вам скажу, лучший генофонд, они на сегодняшний момент мужской выкосили. Мы сейчас вообще в состоянии Парагвая, который в свое время там потерял до 80% мужчин репродуктивного возраста. Мы к этой ситуации идем. То есть мы еще до этого не дошли, но уверенно идем в этом направлении. И поэтому я сейчас говорю больше не о той ситуации, которая сложилась, а на ситуации завтрашнего дня. Потому что если Британии удастся то, что они запланировали, поменять Зеленского, не меняя сути, даже если условно тот же Залужный придет и скажет, что я теперь как бы да, играю там в Маннергейма, там не знаю, кого они из него там слепят, и, мол, мы готовы там, на уступки, тут кровь наших солдат на этих полях сражений, там красивая речь была у Маннергейма, ему напишут, он прочитает. Но это все, скажем, антракт перед еще более страшной войной. Финляндия тоже не сразу пришла к пониманию, даже после поражения в Зимней войне, все равно что они, как только создались условия, они радостно вступили в гитлеровскую коалицию и пошли свои земли отвоевывать. То есть там ресентимент остался важным элементом государственной политики при Маннергейме. То есть они ждали своего часа. И только когда они уже получили там серьезно по фейсу и подписали еще более позорный мир, чем другие страны гитлеровской коалиции, то есть их поставили перед фактом объявить войну Германии и напасть на немцев, которые у них там расквартировались, там, и они фактически радостно это все сделали. Вот. То и Украина окажется ровно в той ситуации, как и оказалась Финляндия. То есть ее начнут готовить к новой войне с Россией. И ресентимент продолжит быть важным элементом украинской политики. И тогда и дети, и внуки действительно станут солдатами, которые умрут в очень, скажем так, ближайшей перспективе. Если вы готовы для такого будущего для своих детей, пожалуйста, голосуйте за генерала Хилянта или генерал-посла, как вы хотите его назовите. Если вы не способны к минимальному критическому анализу, делайте выводы, к чему человек, который придет, вас поведет, в вашу страну. Да, вы слушали Зеленского, который пришел как президент мира. И Зеленский сделал ровно противоположную вещь. Это значит, что вам немножко больше необходимо задумываться. То не все то золото, что блестит, и не всякий человек, который говорит о мире, способен к этому миру привести. Я не исключаю, что поначалу Зеленского не ставили в известность его роли, для чего он будет предназначаться. Наверняка ему рассказывали о каких-то высоких вещах, и то, что он озвучил, возможно, он в это верит. Но, скажем, идеологию лицедея ее переделать невозможно. И когда тебе щелкнули пальцами, и у тебя изменилась роль, из комедийного актера ты стал драматическим или трагическим, сработал рефлекс, и он легко в эту роль вписался. И она ему даже нравится начала. Точно так же будет и с всеми остальными. Возможно, тому же Залужному расскажут о том, что мы построим Украину мощную, сильную, будем ее поддерживать, ты будешь президентом, и там Россия побоится нападать, там и все остальное, гарантия Америки, ля-ля-па-па. Но в какой-то момент
все равно он будет выполнять ту роль, которая будет ему отведена куратором. Если народ не способен привести лидера к власти, который будет отражать его собственные интересы, а не интересы куратора, такой народ недостоин суверенитета. Жестко. Ну, жестко. Ну, как есть. Понимаете, в чем проблема? Никто не может появиться и выйти и сказать. Ну вот смотрите, кто-то, конечно, там хейтит, кто-то, ну, говорит, что это такая игра, кто-то говорит еще. Ну вот человек публично сказавший, что я отдам 4 области и Крым в интервью российской журналистке Собчак, это был Арестович. Да? Это публично, смотрите, и все так, вот он такой-сякой. Понимаете? Вчера тоже мы с ним говорили, он говорит, ну все это как бы, я подумаю, может там через цикл и вообще как бы допустить. В общем, полная апатия в этом отношении, что там он пойдет в президенты. Я не хочу с вами обсуждать президентство Арестовича. Я хочу обсудить человека, который политика, может быть ноунейма, может быть известного в прошлом, может быть известного сейчас, который выйдет и нечто подобное скажет и подпишет. Вопросы интересные звучат от аудитории постоянно там в прямых эфирах. А вот интересная такая мыслеформа. А вот представим, Порошенко вернулся. Вот этот наш знакомый Порошенко. Ну вот, те, от которого все пострадали. Короче, Порошенко, Свинарчуки, вот это все, армия Муавира, все. И вот спрашивают, а он подписал? И так люди там комментируют там этот комментарий, там обсуждаем, и так вот здраво смотришь и понимаешь, что он бы подписал. Ну, вот это мирное соглашение там американское, он бы подписал. Да, он бы говорил, что Украина, там все такое, патриотизм, но бумага была бы подписана, и в Украине, ну, ничего бы не угрожало, например. И он бы строил бы свой там этот гетьманат Савачолова и, в общем-то, как бы продолжал. То есть как тогда понять, кто придет и кого выберут, и что он будет реально подписывать, а не, скажем так, вот это вот. Потому что вы очень как бы четко сказали, что надо выбирать того, кто, ну, не под кураторами, не от кураторов прислан. Так они все под кураторами. Понимаете? И никто в открытую не может выйти и сказать, что я там отдам 4 области и Крым, его унизит. Более того, тут последнее время этот возникает в поле, ну, он возвращается. Помните певца Олег Винник? Ну, молода вовчица, вот это все. Его же там просто канцелят. Он же уехал в Германию в начале 22 года и там долго сидел, не отсвечивал. А сейчас начинают опять концерты давать. И он там на каком-то концерте на колено стал и произнес пламенную речь. А все так слушают, говорят, в смысле? Типа, представляете, и все разнесли, просто продолжают уничтожать Винника, певца, о том, что он говорит, надо простить россиян. Ну, типа, он прямо это не говорит. Он говорит, война, надо простить друг друга, надо, короче, простить, жить дальше. Ну, вот такие правильные, ну, творческие слова говорит. А все говорят, вот Винник призвал россиян простить, и опять его хейтят. Понимаете? Так это Винник, это просто человек, который борется за то, чтобы его песни звучали, чтобы он там нравился опять этим женщинам, которые там поют на застольях, чтобы пели, чтобы он был популярен, на концерты приходили, клипы снимались. Он за вот это, он не за страну борется, не за политическую, там, свою, например, какую-то будущность. Он борется за свое ремесло. Он певец, он поет ртом, он работает, он творит. А ему, вот видите, как не дают только за одно предположение, что он имел в виду россиян, которых надо простить. Хотя украинцы между собой внутри тоже поссорились, есть кого прощать. Ну, украинцам друг дружку имеется в виду. Так как этот человек, как он будет выглядеть, по каким признакам его определить? Если только ты рот откроешь, не то, что в сторону отдать Крым, Донбасс и там 4 области, а в сторону того, что давайте прощать друг друга, ты сразу агент Кремля. А теперь мы переходим к самому главному. Вы сформулировали этот вопрос немножко громоздко, но его можно разбить на кластеры, но в принципе вопрос поставлен грамотно. В рамках
государства Украины другой человек с другой идеологией прийти к власти не может. И поэтому условный Арестович, Олег Винник и тому подобные люди, которые будут пытаться говорить то, что на душе, они будут изгоями. Победить в украинском проекте президенту мира реально невозможно. Потому что, повторюсь, Украина – конфронтационный проект. И победить может лишь тот, кто предложит альтернативу государству Украины. Вот, к примеру, и Арестович об этом говорит, и ООН об этом говорит. То есть о создании на территории Украины федеративного государства Русь. Рутения, там есть разные варианты. Но это единственная возможность сменить парадигму, единственная возможность привести к власти людей, которые не связаны этим проектом, которые не делятся априори на уровне гаплогрупп на восток и запад, которые всегда будут тянуть в разные стороны. Русь едина, она объединяет, Украина разъединяет. И всегда она существовала в качестве противовеса как соседям, так и внутреннему миру в стране. И когда вы говорите о том, что вот никто не появляется, кто-то, если говорит, его там сразу хейтят, да, это особенность Украины. То есть мы построили настолько деградационный проект, который способен только схлопываться, он не способен развиваться. И если кто-то говорит о мире, он сразу становится изгоем. То есть посмотрите, насколько это противоестественно. Обратите внимание, вы говорите, никто сейчас не появляется. Сейчас создадутся условия. Чем слабее будет вертикаль Зеленского, тем больше появляться людей будет. Я вам больше скажу, по вашему, по собственному примеру. Сколько людей хотело у вас находиться в эфирах, скажем, еще год назад. Насколько людям было это страшно, и понимание того, особенно после санкций, сколько блогеров побоялось принимать участие в вашем проекте. И сейчас насколько у вас растет, скажем так, аудитория спикеров. Я думаю, что геометрическая прогрессия даже очень. Что, вы изменились каким-то образом? Абсолютно нет. Здесь самая, скажем, такая нейтральная и массовая площадка, где можно озвучивать свои мысли, не боясь, что тебя там вырубят на каком-то фоне. То же самое будет с украинским политическим полем. Чем слабее будет вертикаль Зеленского, тем больше появится людей. Тем больше появится этих темных лошадок, тем больше появится людей, которые будут озвучивать чьи-то интересы. Будут озвучивать красиво, будут озвучивать аргументированно, с, скажем, блеском в глазах. И все остальное это будет подкупать людей, особенно изголодавшихся по информационным поводам. Не негативным, а позитивным, когда вас будут, скажем, призывать к чему-то великому, новому, животворящему. Ну, подождите, это сейчас очень важно. То есть я хочу просто сконцентрировать мысль, да? То есть этот кандидат мира должен прийти и сказать: я приду, и будет не Украина. Абсолютно. Абсолютно. Этот человек должен выдвинуть настолько новую, настолько революционную идею, которая подарит людям надежду, и эта надежда будет материальной. Это не будет какая-то там, условно, Святая Русь. То есть опасность сваливания в Святую Русь – это тоже очень большая опасность, но это отдельный разговор. Это должен быть проект на идеологической основе, цивилизационной основе, и он должен быть реальным. Люди должны его хотеть пощупать, они должны в голове нарисовать. И человек, который придет, он покажет им конструкции, фундамент, несущие стены. И увидев это, люди захотят жить в таком государстве. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. И с наступающими праздниками. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья, с наступающими праздниками. Берегите себя, всем добра, и как бы цинично это ни звучало после сегодняшнего очередного обстрела света, все-таки надежда есть. Нельзя ее терять. Она же что, компас земной. Увидимся. До скорого.